Здравствуйте, мои дорогие. Случится то, о чем ты и не догадывалась. Что это? Что нужно вам услышать сейчас? Что такое произойдет? Ну, что-то важное, что-то такое крупное, да, будем смотреть. То, о чем ты и не догадывалась даже. Даже и не ждала, и не подозревала. Что это? Что это произойдет? Что это произойдет? Так, тут предательство какого-то друга идет. Вы думали, что это друг? Да, оказывается, что это не совсем-то и друг. Дальше. Здесь может быть что-то такое постоянное. Здесь связано с учреждениями государственными. Вы это не ждете, но есть какая-то опасность. Ваше легкое отношение к этому может привести к тому, что опасность вы не заметите. Вы в саду не замечаете змею. Вы гуляете по саду и не замечаете, что там змея. Эта змея может быть от государственных каких-то структур. Вы думали, что все нормально, что все хорошо, что все постоянное будет к вам такое отношение хорошее, но это нет, не так. Вы не догадываетесь, что тут есть какой-то подвох. Что это за госструктуры? От больницы до каких-то учреждений, вплоть до, что там, мэрии какие-то, да, государственные какие-то дела могут решаться, суды и так далее, тоже сюда же входят. То есть вы думали, что все нормально, спокойны были, но вот в этом спокойствии есть змея. Вас змея это может ужалить. Что это для вас значит? Какое-то резкое решение. Что-то здесь... Ух ты, рыбки еще и... Я не смотрю, конечно, перевернутыми, но не все так просто. Правда ведь? Вы как можете что-то потерять. Если будете относиться неосознанно, не по-взрослому, а инфантильно. Это вы, кстати, что-то ждете, но вы не ждете неприятностей. Как решить? Там просто, для вас это ключевое событие, и вот оно должно произойти, и вы понимаете, что все нормально, но оно может не случиться из-за какой-то неприятности. То есть вы не ждете неприятности эту. Давайте уберем эту неприятность. Что это такое? Давайте, как ее убрать? Постарайтесь подойти к вопросу, к вами ожидаемому какому-то вопросу, то, чего вам очень сильно нужно, то, что вы ждете, вам необходимо изучить все моменты, вам необходимо скрупулезно просмотреть, где эти ошибочки ваши. Что-то должно поменяться. Вот тогда все будет хорошо. Как только вы изучите все до мельчайших каких-то моментов, вам нужно углубиться, то есть не оставлять на самотек это дело. Вы сможете решить и тогда получить то, что желаете, то, что хотели. Да, давайте так, нужно решить этот вопрос. Нужно не пускать на самотек что-то, какое-то важное дело, иначе будет змея вот здесь вот. Так, у вас этот вопрос может решиться. Давайте я вам еще подсказочку дам здесь. Что тут, как можно решить этот вопрос? Это решение само ищет вас. Вы только приглядитесь. Вам нужно, например, если кто-то стучится в дверь, у вас сломался звонок, он может не дозвониться и уйти, правда? Вот такая же ситуация. Пожалуйста, подойдите к двери и просто тупо ждите, да, чтобы открыть. Да, видите, опять показывают. Будьте внимательны, следите за временем, и все будет хорошо. Не теряйте время, да, то же самое здесь показывают. Дальше. Что еще такое? Вы не ожидаете, вы даже не подозреваете, но это произойдет. Что это? Благородство какое-то. Что это?
Какие-то разговоры идут. Вы что-то узнаете. Буквально в вашем доме, либо от людей, которые довольно благородно с вами вели себя, либо ведут себя, но вы как узнаете, что они что-то о вас скажут. Для вас это будет ключевым моментом, потому что что-то будут о вас говорить. Что-то важное будут о вас говорить. Это может касаться вот обучения, знаний, какого-то тяжелого, какой-то крест, да, как гранит науки и детей, будущего. Я просто смотрю тему разговора, да, что там они, о чем они говорят, о вас беседуют. И какой-то, знаете, как будто бы путь потерян в никуда, дорога в никуда. Зачем она это делает? Пожалуйста, проявите все свои качества деловые. Найдите и используйте все, что у вас есть, да, то есть вам даются шансы, используйте эти шансы. Будьте внимательны к деталям и, пожалуйста, не выдавайте что-то, не рассказывайте какую-то информацию. Поступайте мудро, найдите какого-то сотрудника, найдите, пожалуйста, какого-то человека, который вам как друг, с одной стороны, но и тот, который мудрый совет может дать. Вам необходимо закрепиться, вам нужно думать не только о себе. Вот такая информация идет, буквально из каждой карты. Угу. Напишите, либо ответьте и получите результат. Наведите мосты, советы идут. Потому что эти люди, они не понимают, что происходит. Они, видите как, они вроде как вам кажутся нехорошими, но по сути это люди, которые несут добро. Благородные люди. Но могут поступить как змеи, если вы неправильно будете к ним относиться. К их добру. Нужно решать сейчас, нужно что-то сделать. Вам буквально говорят, не ждите, напишите, да, например, решите вопрос, что это за люди. Время действовать нужно сейчас. Иначе здесь касательно что-то будущего, вашего какого-то очень важного для вас момента, вашего будущего, либо будущего ваших детей. Выбора пути сомнительный сейчас, да, путь, сомнительное время. Что-то вы не доработали, и необходимо это предотвратить момент вашей недоработки. Так, хорошо. И еще посмотрим одно, что там произойдет такое важное, крупное, о чем вы даже не подозревали и не догадывались, что произойдет. Что произойдет? Тут результат вашей сложной какой-то задачи, сложной проблемы, сложного даже какой-то, видите, тут карма какая-то могла быть. Вы получаете результат и осознаете что-то. Тут результат благодаря какому-то мудрому человеку, может быть. Укрепляетесь в своих позициях. Это может быть и работа, и здоровье. Видите, как показывают. Рост идет, рост, потенциал очень огромный, и вы можете добраться до определенного места, как навести мосты. Тут результат вашего труда, может быть, какого-то тяжелого труда. Результат какого-то трудного дела, которое никак не решалось, вот оно как-то решится. Ждите гонца с письмом, с пакетом. Долго к вам шел, но он наконец-то приходит. Запутался,
Что делать с ним? Направление ему показать. Так, не знаю, открывайте двери, там кто-то стоит. Угу. Да, вам что-то принесут. Открывайте, ключик нужно. Ну что ж, мои дорогие. Благодарю за то, что были со мной. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за то, что финансово помогаете моей работе. Безмерно вам благодарна. Пускай вам, дорогие мои, в разы больше возвращается. Ну что ж, я, вопреки тому, что некоторые пишут, такие зомбированные, что те расклады о любви, о том и о сём, которые я вот веду на канале, нельзя состыковывать, видите ли, с войной в моей любимой стране, в Украине. Уж извините, тогда просто покиньте канал, если вам не нравится то, что я говорю. Здесь мое место, да, здесь я не зря сейчас как бы вещаю, да, и я точно понимаю, что все-таки эта тема, она открыта, и ее нужно оглашать, потому что те неправильные действия, которые делает страна-агрессор по отношению к моей стране, они недопустимы в такое время, как сейчас. На дворе, как говорится, 21 век, а такие зверства творит соседняя нам страна. Я считаю, что я имею право высказывать любое мнение и плюс еще влиять на процессы, чтобы наконец-то эта война как можно скорее, меньшими усилиями для нас закончилась. Благодарю вас, мои дорогие, для тех, кто поддерживает любое движение, да, ну, по крайней мере, максимально, да, все, что я делаю с помощью вот этой работы, да, тем более я очень хочу, чтобы вы меняли тоже свои жизни, и я вижу, что на этих каналах, их у меня сейчас несколько, в описании к видео есть, я вижу, что меняются жизни, и кардинально буквально, когда человек приходит в одном состоянии, и сейчас буквально, ну, очень сильно меняется жизнь. Я об этом читаю. Спасибо вам, мои дорогие, за эти комментарии, которые я вижу. Благодарю за все. За все. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.